Доброе время суток, дорогие рукодельницы. Меня зовут Настя. Я сегодня к вам с очередной шапочкой. Шапочку я вязала для себя. Вязала бини, такую полубини. Переживала за пряжу, хватит ли мне 2 моточков по 50 грамм. Пряжа у меня от Drops серии Непал. Сразу скажу, это довольно-таки бюджетная пряжа от Drops. И начала я именно с нее знакомство. Ниточка хорошая. Я уже постирала свою шапочку, и сейчас она у меня уже прошла со мной прогулку, так сказать. И то есть с полной ответственностью могу сказать, что когда я смотрела обзоры на нее и поносив и постирав, да, я посмотрела на пряжу, как она выглядит, как она себя ведет и так далее. Я могу с полной ответственностью сказать, что действительно, как и говорят в обзорах, пряжа довольно стабильная. Она немножечко вытягивается в длину, но я ее именно когда сушила, в горизонтальном положении сушить, такую пряжу нужно, я ее просто придала ей форму и разложила. То есть она у меня, собственно, и высохла так, как я ей задала, какую я ей вот ширину и высоту задала. То есть она высохла в желаемом результате, скажем так, если так можно выразиться. И не случайно вы ее видели, вот в начале ролика она у меня с подворотом, да, вот сейчас так носит молодежь. Казалось бы, как-то вот неопрятно, на мой взгляд, как-то непривычно, да. Но вот таким образом сейчас носит ее молодежь. То есть можно ее носить с подворотом, без отворота, кто как любит. И такое современное закрытие макушечки. Пряжа очень теплая, потому что здесь у нас в составе будет альпака, да, я еще позже расскажу об этой пряже. Секунду, фокус. Ну и, собственно, что могу сказать? Теплая, хорошая, равномерно ложится, вязать ей приятно. Вязала такое же, вернее, вязала такое же закрытие макушки у меня на мужской шапочке. Это у меня и сыну вязала из бюджетной пряжи Ализе полушерсть. По-моему, классик, это серия 240 метров, кажется. Смотрите, закрытие макушки здесь не так видно, но это абсолютно одинаковое закрытие. Просто пряжа по-разному. Здесь она кажется вот скрутка такая у пряжи, что она получается вот такая вот прям гладкая в полотне. Ну, понравилось, конечно, замечательно. Да, девочки, пожалуйста, обратите внимание, смотрите, если мы посмотрим на этикеточку, то у нас здесь получается, что в 50 граммах 75 метров. Нам это не говорит о толщине нити. Я когда взяла моточек, я посмотрела, что у меня 150 грамм, 150 метров в 100 граммах, из 2 мотков получается 150 метров. Я подумала, что мне пряжи не хватит. На самом деле осталось. Вот. Я переживала, что на бине мне не хватит. Метраж не говорит нам о толщине. Она довольно-таки тоненькая. Тоненькая и теплая. Ну, не буду долго разглагольствовать, мучить вас. Мой любимый фабричный набор. И с переходом я проэкспериментировала. И с буквально 3 на 4 ряду уже выходила на резинку. То есть до этого я всегда показывала с 7 рядов. В этот раз я проэкспериментировала, и, по-моему, очень хорошо получилось. Итак, приятного вам просмотра. Так, вязать мы будем эту шапочку из пряжи Drops серии Непал. Так, посмотрим метраж, хотя он нам не говорит, да, о толщине нити, сейчас отдельно скажу. Цвет встретился 89,08. Вообще он пришел как льдинка. И смотрим метраж. В 50 граммах 75 метров. То есть если в 100 граммах получается на 150 метров. И это не толщина нити, это всего лишь метраж. Для сравнения берем нить Alize Classic, в которой 240 метров в 100 граммах, и сравниваем. Они практически одинаковые. Вот поэтому мы делаем обязательно расчет петель сами, самостоятельно. Для этой шапочки нам понадобится 2 таких моточка. Итак, что нам понадобится? Мне понадобится 2,5, 2 спицы коротенькие по 40 сантиметров, 3 миллиметра, 2 пары спиц. И основные спицы я возьму китайские 4, 40 сантиметров, тоже для вязания шапочки. Дополнительная нить. Итак, значит, приняла я решение набирать 44 петли. Значит, мне нужно, простите, 88 петель мне нужно. Значит, набираю 44 петли и беру вспомогательную нить. Ну, естественно, берем пряжу, да. Итак, основную кладу выше и зажимаю. Основная у меня будет выше. Самым обычным способом набираем 44 петельки, ровно половину. Я 22 наберу на одну спицу и 22 на другую. И покажу вам. Вернусь к вам.
22 петелечки у меня на одной стороне спицы, вытяну и продолжу набирать еще 22 петли на другую спицу. 2, 3 и так далее. Набрала по 22 петельки на разные спицы. Ну, так удобнее. Кончик отрезала с вспомогательной нити и связываю основную, это у нас где мы начинали вязание, основную и дополнительную, и который у нас остался хвостик. И все это свяжу, чтобы оно мне не мешалось пока. Банально узелочек, но не крепко, да, чтобы она у нас... Посмотрели, что ничего не переворачивается. И теперь мне понадобится спицы потолще. Беру трешечку и начинаю первый ряд. Фабричный край решила в этот раз проэкспериментировать, и все замечательно получится. Будем вязать фабричный край буквально из 3 рядов. Все гораздо быстрее, и покажу, как перейти на резинку 2 на 2. Делаем накид, лицевая петля провязываем. Итак, мы вяжем весь первый ряд. Накид, лицевая петелечка. Накид и лицевая петелечка. Весь ряд. Не забываем, что когда мы пройдем одну спицу, во второй спице тоже будет накид, лицевая, накид, лицевая. Весь круг вяжем вот таким образом. И закончили вязать лицевой петлей, то есть накид и последняя лицевая. Так, первый ряд мы закончили, второй ряд начинаем, да, где узелочки у нас начало ряда. Теперь накид, который у нас был в предыдущем ряду, мы его провязываем изнаночным. Я вяжу классический изнаночный. Без разницы абсолютно, это не принципиально. Но накид должен быть именно открытым. Не перекрещенный, а именно открытым. То есть именно вот так провязываем. Без разницы бабушкиной или классической. Лицевую мы будем снимать, изнаночную. Изнаночной петлей будем провязывать накид. Лицевую снимаем, накид провязываем изнаночной петлей. И так до конца всего ряда кругового. На первой спице лицевую в конце накидом, накид провязали изнаночной, лицевую сняли, не забываем об этом, да? Переходим на вторую спицу и повторяем то же самое, те же самые действия. Накид, простите, мы будем провязывать изнаночной петелькой, а лицевую просто снимаем нить за работой, изнаночную провязываем и до конца ряда так идем. Это у нас второй ряд. В первом мы делали накиды, а это второй рядок у нас. Заканчиваем второй ряд, лицевую сняли, изнаночный провязали накид, лицевую сняли, нить за работой у нас. Второй ряд, начало второго ряда. Теперь будем поступать наоборот. Так, третьего ряда, прошу прощения. В первом мы делали накиды, потом мы провязывали изнаночные, и в третьем ряду мы наоборот будем изнаночную снимать, нить перед работой, лицевую будем провязывать. Изнаночная, которая у нас была в предыдущем ряду, снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. И так весь круг до конца ряда нашего. Третий ряд перешли на вторую спицу. Не забываем, что изнаночную сняли, нить перед работой, лицевую провязываем. И до конца ряда идем третий ряд. Лицевую провязываем. Изнаночную мы не вяжем, нить перед работой. Довязали третий ряд и делаем четвертый ряд, уже переходим на резинку 2 на 2. Первый у нас изнаночная. Провязываем изнаночную. Дальше что мы видим? У нас лицевая стоит, следующая изнаночная. Просто меняем их местами. Лицевую я на левую спицу беру, а сзади подхватываю изнаночную. Придерживаете пальцем левой руки указательным, да? Она никуда не соскочит, ниточка. И поменяли просто местами лицевую с изнаночной. И провязываю изнаночную. Как видите, у меня сразу идут 2 изнаночные. Теперь сразу идут 2 лицевые, потому что мы меняли местами. Видим 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующая идет изнаночная. Мы ее провязываем. Теперь у нас идет лицевая, а нам нужна вторая изнаночная. Вот она изнаночная, которая нам нужна. Мы просто поменяем местами. Первую и вторую петлю на левой спице меняем местами, и перед нами лежит изнаночная, мы ее провязываем. Таким образом получаем 2. Следом идут уже готовые 2 лицевые петелечки. И так по кругу у нас уже сейчас вернулось наше количество петель. Мы в первом ряду, когда удваивали наши 44 петли накидом, мы получили уже 88 петель. Поэтому у меня сейчас уже 88 петель. И таким образом вяжем. Так, у нас 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Наши 88 петель я вяжу
до конца ряда. Далее мы вынем ниточку с вами. Здесь ничего сложного нет, просто 2 петелечки будете менять, и все. Внимательно смотрите, какие идут, и меняем петелечки, буквально. Пряжа, когда толстая, все очень хорошо видно. Так, мы 4-м рядом вышли на резинку 2 на 2. Все, теперь в этот момент нам пора освободиться от вспомогательной нити. То есть развязываем наш узелок. Так. Вроде не туго завязывала. Я сейчас покажу такой ответственный момент, в котором нужно как бы быть поответственнее, и все остальное, значит, получится. Здесь ниточка толстая, поэтому сейчас я распутаю. Ну вот, камеру выключила, она тут же распутывается. Итак, смотрите, значит, с того конца, где у нас один хвостик мы отрезали, вот это начало работы, где 2 хвостика, и вот конец, где мы заканчивали наш набор. Вот отсюда, вот ее хорошо видно, вот прям косичка розовая, да, мы вспомогательную нить берем контрастную, и мы ее просто вытаскиваем. Раз, два движения. Можно ее обрезать в процессе. Пока вытаскиваем, и обрезать можно. И, внимание, за какую надо потянуть ниточку. Вот эта первая петелька, которая у нас вылезла, вот за нее и нужно потянуть. Вот я немножко прошла и сразу сделала себе вот петлю. И можете на нее, не знаю, маркер повесить или еще что. В общем, чтобы она у вас никуда не делась. Дальше освобождаем все полотно, значит, всю нашу работу от вспомогательной нити. Шаг за шагом, потихонечку. Она нам не нужна. У нас сейчас полотно немножко растянется. Не пугайтесь, что вначале кажется очень маленькое полотно. И пока идем, вытягиваем ее, можно обрезать. То есть она больше нам не нужна. И так удобнее вытаскивать, когда она покороче. Просто в процессе ее немножко подрезайте. Вытягиваем всю до конца вот эту ненужную вторую вспомогательную ниточку, да, контрастную. Дохожу до конца, вытаскиваю последний этот хвостик. И у нас остается хвостик голубой с этой стороны, мотается. Вот с этой стороны, где мы начинали выдергивать ниточку, освобождаться от ниточки, вытягиваем просто эту нить. И отсюда этот хвостик сейчас выпрыгнет, смотрите. Вот так сейчас будет. Вот. И хвостик пошел убегать. То есть всю ниточку вытянули. Все. Далее перехожу на основные спицы. Эту ниточку можно обрезать, но убедитесь, что у вас вы набрали одинаковое количество петель, что все петли у вас срослись, что резиночка вся срослась. И далее я перехожу на обычные китайские спицы номер 4 и буду вязать ими. Главное, не оторвите ниточку, которая у нас основная, да, и продолжаем вязание. Просто я сейчас уже выхожу на круговое вязание, в смысле оно у нас было круговым, но теперь просто на одну спицу их у нас, потому что расширилось полотно. Теперь я буду вязать на одной круговой спице, резиночкой 2 на 2. Ну, теперь, когда я подошла уже, перешла на спицу номер 4, основную нить поаккуратнее, а вот хвостик вот этот я уже могу отрезать. Оставлю такой длины, чтобы мне заправить иголочкой там или крючочком, а остальная у меня пойдет опять на набор дополнительные, как дополнительная нить к другому набору шапочки, да, какой-нибудь. 2 лицевые. Все, освободилась от спицы номер 3,5 и уже перешла на 4. Все, теперь вяжу по кругу просто резинкой 2 на 2. Вешаем в начало ряда маркер, потому что теперь вязание будет идти по кругу, для того, чтобы на одних спицах по кругу, и чтобы нам не потерять начало, просто вешаем маркер. Все, далее вяжем резиночку на любую нужную вам высоту 2 на 2. Я вяжу туго, поэтому кто как вяжет, просто обычными петелечками вяжем. У кого бабушкин, у кого классический, не имеет значения. Итак, сейчас возьмем линеечку, посмотрим, значит, резинка у меня. Я провязала резинку или 16, или 17 рядов, девочки, не помню, возможно, это не имеет никакого значения, 5,5 сантиметров, да. И давайте посмотрим до закрытия. То есть закончила резинку в круговом ряду, да, и с нового ряда кругового начала вязать лицевой гладью. Я думаю, несложно, показывать это не нужно. И вся шапка у меня на данный момент до закрытия получается 24 сантиметра. Пряжа позволяет, осталось пол моточка от второго, позволяет провязать выше, то есть для желающих повыше бини, да, бини можно 26 вязать и начать закрывать. То
То есть можно еще чуть больше. Но мне достаточно, мне такая полубини нормально будет. И поехали закрывать. Что, значит, какие расчеты у нас будут? Совсем несложные, при моих петлях вообще все в уме считается. У меня 88 петель. Я отымаю по 4 петли. Смотрите, у нас вот круговой ряд. В 4 местах одинаково. По 2 петелечки откладываем. Это как центральные петельки у нас будут. Отымаю 8 петель. 4 раза по 2 петелечки у меня будет. Получаем 80 петель и делим на 4 клина. Получаем по 20 петель. То есть по 20 петель у меня в каждом клинышке будет. По 20 петель. Вот мои 88, да? А это круг. Но я думаю, несложно. Начало ряда я поставила 2 черных маркера. То есть вот у меня 2 петельки отделяют 2 черных маркера. Это начало кругового ряда. Далее 20 петель посчитала я. Поставила еще 2 маркера. 21 и 22 петля. И дальше опять 20 петель отложили. И снова на 21 и 22 между ними у меня стоит маркер. Вот они. Маркеры, если нет маркеров, то можно просто какими-то цветными ниточками воспользоваться другого цвета. Ну и опять 20 петелечек и последний маркер. Пересчитали, убедились, что все в порядке, чтобы потом не было такого, что один клин больше другого и каких-то недоразумений. Ну а теперь смотрите, до 2 петелек нам нужно 2 петелечки. Вот у меня начало ряда кругового, я решила закрывать, да? Теперь мы должны провязать до вот этой центральной петелечки 2 вместе с наклоном влево. Я вяжу классическими петлями, я свои петельки переворачиваю и делаю 2 с наклоном влево, провязываю одной лицевой петлей. Маркер перекидываю, 2 центральные петелечки, маркер перекидываю и 2 вместе с наклоном вправо. Так как у меня лежат классические петли, я подцепляю их вместе, и вот он наклон вправо. Подтягиваем, когда делаем 2 вместе или 3 вместе провязываем, обязательно подтягиваем. Дальше иду до следующего маркера, не доходя, опять 2 петелечки. То есть возле каждого маркера будем поступать всегда одинаково. И точно так же, вот мои 2 петли до очередного маркера. Переснимаю их стеночками, чтобы мне за заднюю стеночку провязать. Делаю 2 вместе с наклоном влево. Подтянула, маркер перекидываю, 2 центральные петли, маркер перекинула и 2 вместе с наклоном вправо, то есть за переднюю стеночку. Подтянули. Все. И так возле каждого маркера. Это будет первый ряд наш. Первый ряд закончился. Подошли ко второму ряду, да? У нас начало кругового ряда. Вот ту петлю, которую мы делали 2 вместе с наклоном влево, я ее буду провязывать за заднюю стеночку, для того, чтобы она вот красиво ложилась. Перекидываю маркер. Просто нам нужно провязать весь ряд без убавок, просто лицевыми петлями. Единственное, я буду одну петельку до вот этих 2 центральных провязывать за заднюю стеночку. У кого, если петли по-другому как-то лежат, то переворачиваю. Нет, здесь переворачивать не нужно, да, потому что уже в первом ряду в смысле, когда мы закрываем, переворачиваем. Первую убавку делаем при закрытии, тогда переворачиваем. И снова подхожу к следующему маркеру. И одну петлю вяжу за заднюю стеночку. Просто она красиво, чтобы легла. И продолжаем так второй ряд. Третий ряд мы снова будем делать убавки. Закончила второй ряд, да, единственную петелечку просто провязывала до маркера за заднюю стеночку. И снова оставляем 2 петельки в третьем ряду, и во всех нечетных будем делать одинаковые убавки. Снова до маркеров 2 петелечки переворачиваем. И делаем 2 вместе с наклоном влево, провязываем. Подтянули. Провязываем 2 центральные петелечки и 2 вместе с наклоном вправо. Это третий ряд. И первый мы также вязали, третий, пятый, и все остальные будут идти у нас одинаково. Четвертый ряд. Вот провязываем третий опять с убавками, четвертый ряд опять без убавок, вяжем как второй. Одну петелечку, вот эту за заднюю стеночку. Все, и идем дальше закрывать нашу макушку. Так, и провязала до 16 петель. То есть сделала последние убавки влево, 2 петельки вправо, снова
2 влево, 2 петельки центральных, потом 2 вправо. То есть все последние вот сделали убавочки. Когда стало 16 петель, я их прошла лицевыми, одну перед маркером, да. Я просто сняла маркеры, уже как бы неудобно, они не нужны. Правую петельку провязывала за заднюю стеночку, то есть как все четные ряды. И вот остановилась, 16 петель. Далее нам нужно обрезать ниточку и все замеры сейчас покажу. Обрезаем ниточку такой длины, которая вам нужна, которая вам нравится, как удобно там заправить. И все 16 петель я буду собирать просто на ниточку. То есть переснимаю вот таким образом хвостик. Так, маркер не нужен. И 16 петель просто соберу. Можно крючочком, как кому удобно, да? Как кому нравится. Удобно и спицей, и крючочком, кто к чему привык. Можете чуть больше закрыть. Просто мне не нравится, когда сильно она будет сжата, макушка очень острая, она, ну, мне такая не нужна. Вы можете проэкспериментировать, это не проблема, я думаю. И просто все это собираем, все, что вы посчитали нужным, собираем на остаток хвостик нашей ниточки. Собрали на ниточку, да, затянули, и нам надо будет внутрь ее убрать просто и где-нибудь там приспособить. Ну, закрепить, соответственно, затянуть, прикрепить и убрать. То есть и хвостик начальный, конечно же, убрать. Потрясающая пряжа. И побегу быстрее ее стирать сейчас. Замеры все дам. Но я ее сейчас закреплю здесь. Теперь, ну, конечно, потрясающая вязка получается. Пряжа очень комфортная, очень тепленькая. Здесь в составе альпака у нас. По поводу состава еще разочек. Смотрите, здесь 65 шерсти и 35 альпаки. Вот сейчас ее нужно будет постирать. И вся шапочка у меня в длину получилась 29,5. Ну, у меня практически бини вышло, да? То есть закрытие у меня вышло сколько там? Сейчас уже, когда закрыто, тяжело померить. Ну, примерно сантиметров, если от макушки, сантиметров 6,5, наверное, занимает закрытие. Это на 88 петлях, да? Если у вас другое количество петель, немножко может отличаться. Итак, шапка готова. Берем любой шампунь, какой есть у вас. У меня вот такие вот остатки есть от краски. Я беру именно для волос. Не знаю почему, хорошую пряжу я стираю именно вот так. Это не обязательно делать, но в прохладной воде стираем. Стираем, а в начале видео вы видели результат, какой потрясающий у нашей шерсти с альпакой. Всем желаю красивую шапочку. Носите, утепляйте, сделайте подарки своим близким, родным и друзьям. С вами была Настя. Пока.